Доброго дня! Это канал Тортомания. Тема этого выпуска – белковый масляный крем. Начну с достоинств этого крема. Крем по этому рецепту получается очень вкусным. Хотя в нем присутствует масло, но оно совсем не чувствуется. Крем получается практически белым. Им можно украшать все, что угодно, а также прекрасно подходит для выравнивания торта. Этот крем достаточно бюджетный. 600 граммов такого крема нам обойдется всего в $1.80. Минус у этого крема это то, что процесс приготовления очень сложный. А также расскажу несколько вариантов, как можно исправить не получившийся крем. Для крема нам понадобятся белки, сахар, вода, масло, крем-тартар. Если его у вас нет, то его можно заменить лимонной кислотой. И я потом расскажу, когда ее нужно добавлять. Выливаем белки в чашу. Они у меня комнатной температуры. Вот сейчас я добавляю щепотку крема-тартар или винный камень, по-другому называется. Нам нужно белки взбить на густую пену. Этот крем нужно готовить в планетарном миксере или в стационарном миксере. Многие не хотят связываться с этим кремом, потому что у него достаточно сложный процесс. И он часто не выходит такой, как должен быть. Когда белки хорошо взбились, теперь добавляем 75 граммов сахара и взбиваем дальше. Чтобы этот крем получился такой, как нужно, надо четко придерживаться технологии приготовления. Тогда крем обязательно получится, и он может стать вашим любимым. Белки с сахаром нужно взбить до острых пиков. Приблизительно через 2 минуты от начала взбивания белков с сахаром начинаем варить сироп для крема. Воду и сахар соединяем в сотейнике и ставим на средний огонь. Мешать это ни в коем случае нельзя, чтобы сахар не кристаллизировался. Просто пускай себе спокойно варится. Сироп для крема нам нужно нагреть до 120-121 градуса. Можно даже 122, такого сильного значения не имеет, но не больше. Готовый сироп снимаем с огня, ставим на стол и даем ему немножко успокоиться, чтобы он не кипящий был. Белки с сахаром за это время взбились на густую пену, практически до острых пиков. Где-то в целом они взбивались 7-8 минут. И теперь сироп тоненькой струйкой нам нужно ввести в белки. Для этого уменьшаем обороты в миксере немного ниже среднего. У меня стоит 1,5. И вливаем туда сироп тоненькой струйкой. Желательно где-то с краю миксера, чтобы сироп не попадал на лопасти. После того, как мы ввели весь сироп, обороты оставляем такие же. И теперь взбиваем меренгу до того момента, пока она не охладится до комнатной температуры. Это будет достаточно долго, минут 10. Нам нужно, чтобы она охладилась максимально, то есть не была горячей, еле-еле теплой. Если меренга у нас будет взбиваться 10-12 минут, значит после 6 минут можно добавить щепотку лимонной кислоты для стабилизации белков. Это у кого, если нету крема-тартар. Добавлять нужно либо то, либо другое, но проверить температуру меренги можно просто приложить руку к чаше миксера. Чаша должна быть холодной или еле-еле теплой. Это как раз то, что нам нужно. В идеале, когда чаша будет совсем холодной. Значит, теперь мы можем спокойно добавлять масло. Масло должно быть комнатной температуры и очень мягким. Для этого крема можно купить любого качества масла, но только чтобы оно было жирностью 82%. Скорость миксера мы не увеличиваем, при той же скорости вводим масло.
Я выкладываю масло вот такими порциями, совсем большими, и оно постепенно вмешивается в меренгу. Теперь мы уже взбиваем крем. Этот крем будет взбиваться долго. Приблизительно только через 10 минут он начнет схватываться. Масло начнет схватываться. И будет меняться структура крема. Как только вы увидели, что масло уже схватывается и структура крема становится гуще, увеличиваем обороты миксера. У меня стоит 5, но это не максимальная скорость. И пускай себе взбивается. В какой-то момент может показаться, что крем расслоился, но нужно взбивать дальше. И через несколько минут он соберется в плотную кучу. Вот это уже почти готовый крем для работы. Чтобы с этим кремом работалось легко, его нужно поставить на охлаждение в холодильник на минут 15, после чего еще раз немножко взбить. Особенность этого крема заключается в том, что его нужно практически всегда готовить к работе, охлаждать и взбивать немного. После этого крем готов к работе. Им легко можно выровнять торт, также использовать для украшений, украсить капкейки, к примеру. И теперь переходим, как исправить такой крем, если что-то пошло не так. К примеру, если после добавления масла крем взбивается больше 10 минут, но остается в таком же состоянии, поэтому берем еще 100 граммов такого же масла комнатной температуры и добавляем в крем. Буквально через минутку-две крем начнет схватываться. В итоге у нас получится нормальный крем. Быстрее всего меренга была слишком теплой, когда вы вводили масло. В другом случае, если у вас все получилось, крем взбился, но вы видите, что сироп все-таки присутствует в креме, пробуйте довзбивать с помощью лопатки, как показано на видео. Если это не поможет, тогда нужно крем выложить на сито, чтобы убрать весь лишний сироп. Или выложить крем на дуршлаг с марлей и поставить в холодильник. Лишний сироп тоже стечет в миску, после чего можно спокойно взбить, и крем готовый к работе. Этот крем обязательно получится, если придерживаться в точности технологии приготовления этого крема. Этот крем можно также замораживать и спокойно потом использовать в работе, но перед работой обязательно нужно взбить. Если крем у вас стоит в холодильнике долгое время, к примеру, ночь или дольше, перед работой нужно его вытянуть за несколько часов. Крем должен обязательно постоять при комнатной температуре и нагреться хотя бы до 15 градусов. Тогда его можно обратно взбивать, подготовить к работе и спокойно с ним работать. Если крем приготовленный правильно, он достаточно стабильный, из него получаются четкие линии. Даже при комнатной температуре он хорошо сохраняет свою форму. Если возникнут вопросы, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. До скорой встречи в следующем выпуске.